Здравствуйте, мои уважаемые друзья, мои дорогие люди. Как у вас дела? На этих картах Таро я спрошу, что он решил относительно вас? Что он, наконец, решил? Это Таро провидцев, так называемое, или еще можно сказать работники света, я так называю. Не сомневайтесь, это один вариант, но в процессе расклада вы узнаете, какие элементы расклада с вами резонируют больше, какие меньше, и так составится ваша картинка мира. И будут даны именно вам советы по вашим принципам жизни, не сомневайтесь. Итак, мы спросим, что он решил относительно вас. И я вижу, что на дне колоды уже есть карта, и это карта Королева Пентаклей. Это вы, красавица, умница. Вот эта карта, видите, какая? Умница. И он, конечно, ценит ваш ум прежде всего и вашу красоту, потому что пентакли, они золотые, светятся. И тоже вашу красоту ценит. Но мы узнаем, что он решил. То, что он ценит, это одно, а то, что он решил и будет делать, это совершенно другое. Карты смотрят вглубь его души, показывают его намерения. Что он решил относительно вас? Я сделаю старинный кельтский крест для вас. Для того, чтобы разобраться, что он решил относительно вас. Кто не знает, старинный кельтский крест состоит из 6 карт. Итак, вы можете представить себе мужчину, конечно, его ауру, его энергетику, или же просто посмотреть, потому что иногда так бывает, что у вас или тяжелые отношения, или нет отношений. Нужно что-то исцелить родовое, может, какую-то карму. Вот эти карты, что перекрещивает вас, видите, на перекресток. Эти карты, первая скажет, я вот уже ее вижу, это 5 пентаклей перевернутая. Она скажет, что на самом деле глубоко внутри его души творится. А вторая, которая перекрещивает вас как пару, она показывает, что действительно будет. И здесь у нас прямая королева жезлов. Вот это основные позиции, которые будут давать отпечаток на все остальные позиции. Я объясню, и очень четко вам будет видно, что он решил. Смотрите, вот глубоко смотрим его душу, и мы видим 5 пентаклей. Я вам в конце сделаю скриншот и присоединю к раскладу, чтобы вы могли, только еще карту увидеть, да, четко. Но я буду показывать близко. Что в глубине души его творится? Переворот, потому что карта перевернутая, да? У него в душе самый настоящий переворот. Мужчина страдает из-за какой-то своей нереализованности. Давайте я вам покажу, так будет проще и видно, чтобы вы так, перевернутую сложно увидеть. Видите, 5 – это всегда переход, это всегда такое ощущение, что что-то можно сделать еще, что-то можно изменить. Он думает, я что-то могу поправить, я где-то был виноват, почему так получилось? Он взвешивает, анализирует обстановку. Мужчинам вообще свойственно такой сухой анализ, да? И 5 всегда это пентаграмма, то есть это рукотворное что-то, на 5 пальцев. Он надеется, что можно с его стороны что-то сделать, переделать, и он хочет переделать, и он в себе не уверен, перевернутая, и он тоже себя осуждает. Иногда так бывает, когда люди нам говорят, что они нас осуждают, на самом деле они о себе говорят. Всегда человек говорит только о себе, да, когда с вами разговаривает, и там его что-то не устраивает вас. На самом деле его в себе это не устраивает. Он хочет себе это поменять, но не знает как, раздражается сам на себя и так далее. То есть здесь мужчина хочет что-то переделать. То уже, что сделано. Пентакль – это как пентаграмма, как 5 пальцев, то есть намек на то, что сделано, может, между вами, что сделано другими людьми относительно вас, кто что вам навредил, хотел помешать вашим отношениям, хотел перечеркнуть то, что вы строили долго, кто-то, кто негативно воздействовал, кто правду всю не говорил ему о вас, кто изменил, исказил правду, как в кривом зеркале. И он знает, что это рукотворно, потому что 5 – это всегда рукотворно, и он знает, что там можно переделать. И если это был наговор других людей, он им не верит, да? Если он и вспылил, он на себя был злой, что он не мог, может быть, то и другое сделать вовремя.
Эта карта перевернутая, пятерка пентаклей, говорит, может быть, что он зарабатывает где-то. Может быть, вы поссорились касательно денег, но не обязательно. Потому что пентакли – это вообще ссора об ценностей. Что где-то вы не сошлись в ваших приоритетах, в ваших жизненных установках, в жизненных предпочтениях. Где-то вы не сошлись, где-то он оказался не тем, кого вы раньше видели в нем, как какой-то волк в овечьей шкуре, что ли, и он как бы вывернул себя наизнанку. И пятерка пентаклей перевернутая говорит, что он показал себя не с лучшей стороны. А вот эта карта, как раз королева жезлов, да, мне говорит, видите, как здесь вместе, эта карта королева жезлов говорит, что он надеется, что он сможет вам на деле, потому что жезл – это на деле, не на словах, просто на деле. Он надеется, что он на деле сможет вам еще раз или показать, или доказать, или защитить вас, что он на деле сможет проявить себя как достойно благородному человеку. Вот он надеется стать вашим рыцарем. Королева жезлов всегда имеет рыцаря. Вот это у нас что в центре. Сейчас я посмотрю остальные позиции, все вам объясню. Нижняя позиция показывает те ценности, которые вам дал Творец при встрече. Да? Вот это были ли отношения кармическими? Вот такой вопрос у меня. Да? Всегда нижняя позиция – это основание. И я вижу, что здесь вообще-то отшельник, старший аркан, отшельник. И старший аркан, отшельник здесь просто четко говорит, что в прошлых жизнях вы с этим мужчиной встречались. Просто вот как наяву, как вылитый тот, который уже проявлялся в вашей прошлой жизни по голосу, по ауре, по энергетике, по сексуальности, по гормональному какому-то, знаете, феромонам каким-то, или как это называется. Но я не ученый, я так догадываюсь, вы поняли, о чем я говорю, да? Вот. Карта отшельник говорит, что, вы знаете, в ночи веков, в ночи как родовых каких-то перипетий, тысячи лет, ваши души, ну это же такие огоньки, да, вселенские, ваши души стремились найти друг друга. И эта карта очень мощная. Она говорит, что этот внутренний свет, вот как каждая звезда имеет свой свет, да, а отшельник – это как раз о том, что вы звезда и он, как все звезды люди. Потому что мир каждого человека – это как вселенная. Представьте себе, когда вы с ним встретились, две вселенные встретились, конечно, разные в каком-то понимании, поэтому не так было просто все. Но отшельник говорит, что где-то в самом основании, в самом начале что-то священное, что-то святое было между вами уже вот как искра какая-то, как озарение. Вы, наверное, сами это знаете и ощущали это. И вот здесь может быть ваш темперамент. Вы, кстати, женщина в плане чувственности, да, сексуальной чувственности, вы очень чувственная. Если там кто-то говорил, он говорил, или другой человек вас обижал, это все неправда, вы не холодная, нет. Вы очень чувственная, вы рождены иметь счастье в этом плане, вы поняли, в каком, да, вы очень, как бы даже богатую гамму чувств можете переживать, да. Вот, а он такой немножко отшельник где-то. Где-то он, знаете, такой человек, который иногда говорит как бы обо всем и вроде ни о чем. Вот он какой-то такой, все видит монументально, все видит слишком сложно, усложняет. Вообще он свою жизнь усложняет. И он усложняет свои, может быть, отношения на работе, или он усложняет свое детство, где-то там ковыряется в нем. Что-то такое было. Вот эта карта покажет, от чего нужно отказаться вам и ему, чтобы то решение, которое он примет, и то решение, которое вы примете, чтобы это вас сблизило, а не разлучило. Да? Вот эта карта покажет, от чего ему и вам нужно отказаться, чтобы это решение было на пользу друг друга. Это паж жезлов. Вот интересно, что он ваш паж, он как ваш слуга, вы королева жезлов, да? И он как ваш слуга должен быть. Вообще мужчин так положено как-то красиво, так как они так себя ведут, да? Если они так себя ведут некоторые. Паж – это тоже хлопоты, заботы. Жезлы – это энергетические хлопоты.
Может быть, это, кстати, карта у некоторых может проиграться негативно, как у кого-то хлопоты энергетически вам повредить, чтобы нарушить ваши отношения, потому что есть враги в ваших отношениях, потому что это заботы и хлопоты. Кстати, врагами могут быть люди у него на работе, потому что если человек на работе drained, устает сильно, у него могут быть проблемы в домашних отношениях, или же если вы встречаетесь только. И получается, что треф – это его работа, которая встала между вами. У некоторых так. Или ваша работа, которая встала между вами. Может, вы моложе, может быть, он моложе, может быть, возраст, возрастная здесь помеха. Здесь также помеха может быть, знаете, с чем, что паж – это ребенок же. Он ребенок у своих родителей, вы у своих. Может быть, ваши родовые корни не понимают друг друга. Может, ваша мама на него наговаривает, а его мама на вас. Кстати, если мама живая, дай Бог здоровья. И пусть она наконец-то перестанет мешать вашим отношениям. Но если мама уже не живая, она еще больше влияет. Это я вам говорю по этой карте, да. Это трефовая масть, это масть вмешательства. И это должно уйти. Чтобы между вами настал мир, масть вмешательства в ваши отношения. Это должно уйти, навсегда должно покинуть ваши отношения. Теперь я смотрю, это то, что может случиться между вами, то, что вы можете или притянуть к себе, или наоборот отвести. Если карта плохая, вы эту беду можете отвести. Если карта хорошая, вы можете к себе это привлечь. То есть здесь зависит от вас и от него все. А эта позиция, это будет, да. Итак, что зависит от вас и от него? Это двойка жезлов, 2. Вы пара. То есть его решение тоже зависит от вас. А ваше решение зависит от него. Здесь не только, что он решил в этой карте. Смотрите, как она такого персикового цвета, да. Это не то, что только он решил относительно вас. Нет, потому что 2 жезла с 2 сторон. И это как 2 человека, вы и он. Это тоже, что вы решили относительно его. Потому что, понимаете, то, что он решил, это одно, а полезно ли это будет для вас, другое. Чего вы хотите, спросите у себя по этой карте. Вообще на моих раскладах можно выговориться, с высшими силами побеседовать, получить советы от карт, то есть провести с пользой время для себя, да, и выговориться, спросить, что он решил. И эта двойка жезлов – это очень хорошая карта, карта перспективы. Он, конечно, видит перспективу в развитии отношений, и у него есть к вам есть страсть. Потому что жезл – страсть, и я скажу, что паж жезла, ведь это тоже же страстное. У него юношеская страсть к вам. Если уже 2 сравнивать, да, а карты, они же, когда вместе, они открываются больше. У него юношеская паж, юношеская страсть к вам, и двойная страсть будет в будущем, никогда не погаснет этот огонь любви. Но есть ли у вас к этому человеку любовь? А чего вы хотите от него, спросите, потому что он готов на перспективу. А к чему вы готовы, спросите? Вообще двойка – это, конечно, когда сотрудничество, когда люди договариваются с друг другом, когда люди решили уже окончательно и бесповоротно, что все будет делать для продления отношений, для того, чтобы инвестировать в отношения. Двойка жезлов – это инвестиция в будущее. Мужчина решил инвестировать в вас как в свое будущее. Это очень хороший знак. И еще эта карта, она говорит, отвечает, это карта силы, она отвечает на вопрос, что будет между вами. Смотрите, это карта сила. Интересно, что именно в этих картах сила – это одно лицо, но имеет 2 стороны, левую и правую. Я буду делать скриншот, так что я это так оставляю, да. Здесь на карте сила, на этой карте, вы как 2 половинки одного, вы как одно лицо из 2 половинок. С одной стороны человеческое лицо, с другой стороны львиное. В астрологии и в эзотерике лев – это символ гордости и понимания, что я чего-то стою, даже не чего-то стою, я многого стою, я достойна. Эта карта, сила, скажите себе как мантру: я достойна счастья в личной жизни. Я достойна хороших, прекрасных отношений с мужчиной, где будет взаимопонимание и любовь, взаимная поддержка и тоже милость друг к другу, да.
без претензий, тоже без манипуляторства. Может, это раньше было с вами так. Такое манипуляторство, когда один любит, другой пользуется. Или же один любит и другой любит. Но один привык так любить, что любить у него это значит, за ним должны ухаживать. Это у мужчин иногда бывает. А в карте силы это одинаково. Это когда, видите, это один человек и два лица. Лев – это же интуиция тоже, потому что любой дух природы, лев – это дух природы, да, это интуиция. И, знаете, жить, расцветать так, как Вселенная дала, без вопросов, за и против. А с другой стороны, человеческое лицо в ваших отношениях – это уже осознанность человеческая, где мы вопросы задаем. Мы не просто так расцветаем, поэтому нам тяжело и в постели и так далее, да. Мы всегда задаем вопросы вечно, а зачем, почему. Это все человеческое, вот это сознание, да. Когда мы ведь, сознание, оно не земное, оно космическое. Поэтому здесь такая человеческая осознанность и в то же время вот эта львиная, я просто расцветаю, я просто прекрасна, как есть, потому что вот так в природе все показывает, все в природе себя показывает, а человек себя не очень показывает, он боится себя показать, он боится, как бы чего не вышло. Он боится, что скажут родители, что скажут соседи, что скажут мои зрители, что скажут люди другие на работе, дома, в семье. Я хочу держать лицо, да. И вот поэтому здесь лицо показано на карте сила. Может быть, вы хотите держать лицо в отношениях, или он хочет держать это лицо в плане о том, что он постоянно хочет, чтобы с хорошей стороны показаться. Такой мачо, такой, или же мачо не обязательно, такой, мол, или кавалер, или вот такой настоящий мужчина, бизнес такой деловой. В общем, какое-то лицо он держит, он какую-то маску держит, да. А вообще, понимаете, там с масками такая вещь очень хитрая. Это все архетипично. Хотя бы 7 архетипов у каждого есть. И здоровая психика, она меняет архетипы. Например, на работе он может быть или начальник, или подчиненный. Дома он может быть отец. А на работе вообще, дома, вернее, на работе это может быть 2 маски, а дома 3. Потому что он может быть отец, он может быть сын, и он может быть муж, например, любимый. Уже 4 я вижу, да. И менять их. Часто застревает, приходит домой, остается начальником, дает команды. Или, может быть, у вас другой случай, когда приходит домой, остается подчиненным, злой, что на нем едут. Понимаете? Это уже нездорово. И карта сила показывает, что ему надо научиться быть более гибким, снимать эти маски, менять их. Через порог переступил. Кстати, есть такое, что когда через порог человек переступает, у него сознание меняется. Каждый раз, когда мы через дверь идем. Поэтому у нас дверь входная в доме в традиции вешается такое благословение на дверь, да, очень мощно. Повесьте такое благословение, если у вас нет, или же, как бы себе его представьте. Чтобы эти не застревали. То, что это даже не маски, а архетипичная роль, но он застревает. И поэтому он может вас упрекать. Или, может быть, вы застреваете в какой-то роли. Может, я о вас здесь говорю и вам хочу помочь, чтобы вы более гибкая была. Может, вы с ним как мама. Вы застряли в роли мамы. Дети выросли, а у вас роль мамы осталась. И он для вас уже сынок. А там, где он будет сынком, с ним, конечно, не будет романтики никак. Как ни крути, не будет. Вот. Так что здесь очень мощно карта сила показала. Но это то, что будет между вами. Вы вместе 2 – это сила. Потому что здесь, видите, лев и человек на лице. Вы вместе – это сила. Поодиночке не так, а вместе вы сила. Так что он решил, что вы вместе сила. Значит, он будет, безусловно, стараться выйти на связь, назначить свидание, стараться поговорить, стараться уладить проблемы, которые вас поссорили. Он будет стараться наладить отношения, потому что вместе вы сила, понимаете? Вот в чем дело. Вот так, девочки и мальчики, я сделаю обязательно скриншот этого расклада. И кайфуйте от жизни, вы королева жезлов здесь, понимаете? Кайфуйте от жизни. Расцветайте, принимайте жизнь легко. Потому что это не то, что он будет несерьезно к вам относиться. Нет, с легкими людьми хочется быть в отношениях. Когда
легко, это значит правильно с человеком, да, когда нет, не грузят люди друг друга, потому что толку ему говорить одно и то же в 100-й раз, что он там неправильно делает, или делает, как его мама делала, он не может это переделать, это родовое, все, забейте на этом, если вы живете вместе, или женаты, или живете вместе. А если вы только встречаетесь, знайте, что каждый человек будет что-то делать, то, что в детстве у него делали, и это не вырубишь топором. Лучше забить на этом, потому что это то, что вас различает. Ведь нам нужно концентрироваться на том, что нас соединяет. Да? Здесь он решил 100%, что страсть, у него к вам королева жезлов, это та, которую хотят. У него к вам страсть, и вы вместе сила. Вот, пожалуй, это главные, основные параметры этого расклада. Так что он, конечно, решил бороться за ваши отношения. Если там треугольник, качели, он решил бороться за ваши отношения. Он решил предпринимать шаги, и если вы ему говорили, что он там слабый, он нерешительный, он будет стараться стать решительнее. Я вам скажу, если человек нерешительный, как бы он во льва сразу не превратится. Может быть, через 20 лет, но не так сразу. Так что не ждите, что сразу он, если он был нерешительный. Вот его эти попытки стать решительнее, это уже дорогого стоит. Значит, он вас любит, хочет так сделать, как вы любите, как вы хотите, как вы заметили в нем что-то не так. Вот здесь так. Если вы только познакомились, дорогие друзья, здесь тоже много будет правды о ваших отношениях, как они будут развиваться. Так что где-то каждый получит подсказку в том или другом ключе. Это несомненно. А я скажу, что я вас очень люблю, и мне очень приятно вам делать расклады. Сейчас я опубликую тоже скриншот, чтобы вы могли все увидеть. И так, по-моему, было видно. Но дайте знать, если плохо было видно. Я стараюсь, чтобы было и с вами поговорить правильно, и карты показать. Потому что вы для меня дорогие люди. Мне это большой кайф с вами быть. Просто хорошо мне с вами. Пишите комментарии, я с удовольствием все прочитываю. Конечно, учитываю все слова, что вы пишете. Подписывайтесь на канал, потому что так дружба на YouTube. И это ничего не стоит совершенно. И я знаю, что мы еще с вами обязательно увидимся. И я знаю, что вы обязательно будете счастливы. Пока.